Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами своими ресурсами для эффективной подготовки к экзамену по немецкому языку на уровень B1. Когда я только поступила в Германию, мне был дан 1 месяц для того, чтобы я предоставила сертификат по немецкому языку на уровень B1. По приезде в Германию я вообще не знала практически ничего на немецком, то есть я думаю, у меня был уровень А1, и с уровня А1 за 4,5 месяца я выучила немецкий до уровня B1 и сдала весьма успешный экзамен. И получила свой сертификат. И я вам расскажу, что я использовала для того, чтобы хорошо сдать экзамен по немецкому языку. Экзамен вообще состоит из 4 частей: аудирование, письменная часть, чтение и диалог. И для каждого раздела я подготовила некоторые ресурсы для эффективной подготовки к экзамену. Начнем с чтения. В чтении самое главное — это словарный запас, поэтому очень важно много читать и учить много слов. Я очень советую читать адаптированную литературу, и на самом-то деле вы можете просто загуглить «адаптированная литература на немецком языке», уровень, в данном случае B1, и просто вам вылетит вот огромнейший список, и вы можете выбрать любую книгу, которая вам понравится. Я же читала 2 книги: Die Angst und der Tod и Эфебрист. Сюжет достаточно интересный, но самое главное — это лексика, поэтому, когда вы читаете и видите какое-то незнакомое слово, обязательно выписывайте его и заучивайте. Второй замечательный ресурс для пополнения словарного запаса — это учебник от Pons Instant Deutsch. Я нереально его просто советую вам, потому что это просто кладезь немецкой лексики. Здесь очень много полезных фраз, есть объяснение, где использовать то или иное слово, его значение, поэтому очень советую этот учебник для пополнения словарного запаса, просто огонь. И третий ресурс — это Wortliste Goethe-Института. Это список слов в алфавитном порядке, которые вы должны знать для успешной сдачи экзамена по немецкому языку на уровень B1. Для лучшего запоминания слова напротив каждого есть пример с использованием, и я очень советую учить слова именно с этими вот примерами, потому что так слова в контексте гораздо лучше запоминаются. Четвертый ресурс — это Deutsche Welle News. Чтение новостей очень поможет вам выполнить тексты с достаточно специфичной лексикой, которые есть в экзамене. И если вы будете читать новости и выписывать непонятные для себя слова и выучивать их, заучивать, то, я думаю, это вам очень поможет и очень вас натренирует для выполнения вот именно этого задания. Следующий раздел, о котором мы с вами поговорим, это письмо. И в этом разделе важны уже 2 аспекта. Это лексика и грамматика. И если с лексикой мы уже с вами разобрались, то сейчас я вам порекомендую ресурсы по грамматике. Я обожаю учебники с картинками и удобными таблицами, потому что это очень помогает структуризировать знания, и так быстрее запоминаются правила. Если у вас тоже такие же предпочтения, как у меня, то я очень советую вам учебник от Langenscheidt «Grammatik Deutsch Bild für Bild» уровня А1, Б2. То есть будет, в принципе, возможность повторить старое от уровня А1 и от А2 и узнать новое на уровень Б1 и даже на Б2. Для закрепления грамматики я очень советую учебник Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, авторы Dreyer и Schmidt. Мне очень нравится этот учебник, потому что он очень структурированный, там есть очень много заданий для каждого раздела грамматики, и это, в принципе, очень удобно. Лучшего учебника с упражнениями по немецкому я, честно говоря, не находила. Третья часть — это аудирование, и здесь нужно уже понимать всю лексику на слух. Для этого нужно просто каждый день слушать что-то на немецком. Это могут быть новости, это могут быть фильмы на немецком, это могут быть песни на немецком и так далее. Что касается фильмов, я могу посоветовать добавить в озвучку на Netflix немецкий язык, субтитры добавятся автоматически. Я могу посоветовать 3 мультсериала для именно вот уровня B1: Adventure Time, The Amazing World of Gumball и Hilda. Очень прикольные мультсериалы. Во-первых, сюжет очень интересный у каждого, а во-вторых, лексика идеально подходит для уровня B1. Она такая
бытовая и очень много сленга. Следующий раздел — это диалог. Это уже апогей, когда вы умеете использовать и лексику, и грамматику, и ваш слух. Ресурс, который я могу посоветовать, это бесплатное мобильное приложение Tandem. Там вы можете найти собеседника, нейтива, для которого немецкий язык, допустим, это родной язык, и который хочет изучать русский. И таким образом вы можете обмениваться языковыми знаниями друг с другом. Это выгодный такой обмен. И также, что мне очень нравится в этом приложении, там есть голосовые сообщения, то есть можно вообще внедрить человека в курс дела и вообще с ним построить такие диалоги, которые будут ждать вас на экзамене по немецкому и таким образом готовиться. Там еще есть видеозвонки, то есть можно даже по видео разговаривать, но я, честно говоря, это не использовала. Я такой немного стеснительный человек, вот. Мне трудно с незнакомыми людьми разговаривать по видеосвязи. Вот, так что это все ресурсы, которые я могла бы на данный момент посоветовать для эффективной подготовки к экзамену по немецкому языку на уровень B1. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, и вы нашли какие-то интересные ресурсы для изучения языка, так что учите немецкий язык, готовьтесь к экзаменам, а мы с вами встретимся в следующем видео. Пока!